Всем привет! Сегодня поговорим о рыбах из семейства саргановых. У них длинное тонкое тело, покрытое очень мелкой чешуей, а мощные вытянутые челюсти хорошо отличают их от других видов, как рыба-игла. В семействе саргановых насчитывается 9 родов и около 25 видов. Они населяют преимущественно морские, но также солоноватые и пресные воды, в основном в пределах тропической и субтропической зон. Сарганы плавают с помощью волнообразных движений, но способны к резким броскам, совершаемым на большой скорости. При испуге или погоне за добычей они выпрыгивают из воды, делая затяжные прыжки. Сарганы нередко выбрасываются из воды и для того, чтобы перепрыгнуть плавающие на поверхности препятствия, к числу которых относятся рукотворные преграды, например, лодки или плоты. В этом случае крупные сарганы могут представлять серьезную опасность для людей. Действительно известны случаи, когда такие прыжки приводили к опасным ранениям среди рыбаков. Для дайверов представляет опасность ночная активность саргановых, поскольку их прыжки провоцируются светом фонарей, что и произошло во время ночной рыбалки, о которой сейчас пойдет речь. На этом моменте мы просим остановиться и закрыть видео детям и людям, которые не переносят фотографий с проникновением в тела инородных предметов. Но для всех остальных мы продолжаем. 18 января 2020 года в Индонезии 16-летний парень Мухаммад Идуль ночью со своими родителями и школьным другом Сарди на разных лодках рыбачили у побережья юго-восточной провинции Сулавеси. В ту ночь, отплыв от берега на 500 метров, парень зажег фонарь, и в этот момент сарган, которого часто путают с рыбой-иглой, выскочил из воды и вонзился в шею, пробив ее насквозь. От удара парень упал в воду и, всплывая на поверхность, чувствовал, что рыба все еще в шее и пытается утянуть его на глубину. Он схватил рыбу обеими руками, понимая, что ему нужно обездвижить ее, чтобы рана не стала еще больше и он не умер от кровопотери. Его друг уговорил не вытаскивать рыбу из шеи, чтобы не пошла кровь. Каким-то образом вдвоем они вплавь доплыли до берега. Мухаммад все еще продолжал держать в руках 75-сантиметрового саргана. Уже на берегу к ним подключился его отец, который на машине отвез своего сына в ближайшую деревню, находящуюся в 1,5 часа езды. Уже в больнице медики отрезали голову рыбы, но так и не решились достать из шеи ее остатки, сославшись на то, что у них попросту нет необходимого оборудования. Им снова пришлось ехать в больницу, но уже в другой населенный пункт. Медперсонал был сильно удивлен увиденным и сразу же стал обсуждать о ходе операции, которая началась на второй день с начала инцидента. В конечном итоге в операции участвовало 5 врачей, которые в течение часа доставали остатки рыбы. Через 5 дней парень был отпущен домой. У него была перевязана шея, но она все еще болела. Он не мог повернуть ее вправо, но был рад, что остался живым и воссоединился со своими родителями. В этот же день он дал интервью BBC и сообщил, что этот случай немного охладил его страсть к рыбалке, но сказал: «В следующий раз мне нужно быть просто осторожнее. Сарган не выносит света. Вот почему он выскочил из воды и ударил меня». Похожий случай произошел в июле 2017 года и также в Индонезии. Тогда отставной 57-летний почтальон Алан Поуп находился в лодке и одевал маску с трубкой, чтобы совершить плавание. И в этот момент из воды выскочила меч-рыба и вонзилась ему в шею. От удара мужчина упал на дно лодки, и у рыбы сломался кончик острия, который застрял в шее. Ему повезло, что обломок не пронзил еремную вену, до которой оставался всего миллиметр. У него пошла кровь, он начал кашлять и плевать ею. В конечном итоге они полчаса боролись с остановкой крови, пока плыли на берег. Уже на берегу они потратили 36 часов и посетили 3 больницы, прежде чем врачи осмелились удалить обломок из-за большого риска повредить еремную вену. После нескольких дней восстановления пара улетела в Австралию. Поуп забрал острие меч-рыбы домой и сделал себе татуировку рыбы на руке. На данный момент известно всего о 2 смертельных случаях, связанных с меч-рыбой. В других же случаях люди отделались серьезными ранениями. В 1977 году 10-летний гавайский парень умер во время ночной рыбалки со своим отцом после того, как он был атакован меч-рыбой, которая пронзила его глаз и мозг.
Кадет военно-морского флота Таиланда, 22-летний мужчина, умер в декабре 2018 года, когда меч-рыба пронзила его в шею во время учебных упражнений. Меч-рыба похожа на парусника и марлина, у которых также имеется своеобразный меч. Но это тема для отдельного видео. Если вы интересуетесь новостями о животных, тогда подписывайтесь на наш канал. Всем пока и до встречи!